Друзья, здравствуйте! К нам в офис забежал Юджин, наш менеджер по Dota 2 и КС госсоставу, и я решила его выдернуть и расспросить по поводу вообще финализировать нужно, наверное, этот год, как КС госсостав и Dota состав его провели и что мы будем делать в следующем году. Всем привет! Значит, касательно CSGO. Конечно же, результат такой ребята стали показывать благодаря очень упорному труду. Значит, как вы знаете, произошли изменения. У нас появился тренер уже больше, чем полгода, там, с апреля, когда Сережа работает. И вот, скажем, с каждым разом Сережа все глубже и глубже погружается в свою тренерскую работу. Ребята, скажем так, меняют свою игру прям не по дням, а по часам. Постоянная работа с ребятами с точки зрения спортивной психологии с моей стороны и в первую очередь, конечно же, это их личный труд, их вложения приводят вот к такому результату. И сегодня ребята, вот мы узнали, что они в топ-3 по статистике, да, там по рейтингу, вот. Но объективно, может быть, это громко будет сказать, я считаю, что они на сегодня, наверное, сильнейшие. Может быть, сказывается то, что где-то еще не до конца там отработана вся система, вот. Но ту игру, которую они показали на последнем ивенте, мне, как человеку, увлекающемуся КС и понимающему игру, как бы видно, что та игра, которую они показали, она действительно сильнее сегодня, чем кто-либо, чем у любой другой команды, как бы это громко ни звучало. Смотрелись они сильнее. Другое дело то, что менталитет наш сказывается на всем. И ребята только из-за какой-то халатности, из-за каких-то недопониманий допускали очень грубые ошибки. И исходя из этого как бы проиграли по концовке. Вот. Хотя если бы все сложилось так, какой у нас был план, как это все готовилось, с каким запалом они начали, то ребята должны были легко выиграть Fnatic 3-0, объективно. Вот. Я не буду вдаваться в подробности, там и так все, в принципе, было видно и понятно, но, скажем так, произошел определенный такой взрыв внутри коллектива, и ребята потом им понадобилось много времени, чтобы как бы собраться, да, и вернуть вот этот настрой и уровень игры как бы на должный уровень. Но пока они собрались, они уже проигрывали 2-0 по картам. Вот. То есть, по идее, не должны были они доводить до 5-й карты. Вот. В общем, вот так вот. Тем не менее, ребята последние 2 турнира выступили очень хорошо, Сан-Хосе выиграли. И насколько я знаю, сейчас Starix принимает очень, сильное внутриигровое участие, координацию. То есть является, может быть, ли вот этот шаг каким-то самым эффективным, может быть, решением? И будет ли оставаться так и дальше? Да, конечно. Сережа, как я уже и сказал, он очень усилил игру. Есть недопонимание между ним, скажем, и бывшим капитаном Данилой. Дело в том, что Даня лидер по своей натуре. Он всю свою сознательную карьеру, скажем, по крайней мере, как я вот знаю его как чемпиона, был капитаном. Вот. И он стремится, конечно же, управлять составом. Но все знают, кто играет в КС, капитан, играющий, теряет в скилле. Он проседает по скиллу, проседает по эффективности в игре и прочее. Вот. Но в команде должен кто-то, кто должен вести ее. Вот. Дело в том, что без координации в процессе игры это очень сложно вырвать победу. Вот. И сегодня этой координацией занялся Сережа. Он снял полностью нагрузку тренировочного процесса, подготовки каких-то тактик, просмотра демок, изучения оппонентов и прочее. Все снял с Зевса. Вот. И Даня теперь полностью посвящен исключительно игре четкой. Но привычки его еще все-таки остались, он все равно еще в процессе. Именно из-за этого бывает иногда недопонимание между ним и Стариксом. Но Сережа с каждым турниром доказывает состоятельность вот этого решения, да, оправдывает, скажем так. И, как я уже говорил, они играют все лучше и лучше от турнира к турниру. И недалеко то время, когда мы будем первые в рейтинге. Хорошая заявочка. Знаешь, вот сейчас такая тенденция, чем раньше какой-нибудь киберспортивный клуб вводит какие-то фишки из большого спорта, вот в этом году ввели тренера, еще, может быть, аналитика или еще чего-то. Вот они как бы выиграют.
планируется, ну, если это не инсайт какой-то, планируется ли вот что-то такое новое внедрять в Нави? Но у нас уже есть аналитик, на самом деле, который тоже, может быть, мы не совсем полноценно используем аналитика, да и тренера еще, наверное, не до конца эффективно используем. Опять же, ввиду того, что это новый процесс, который должен притереться, который должен как-то пройти какую-то стадию, когда ребята наконец-то поймут, как правильно взаимодействовать. Сережа получит, скажем так, опыт, да, тренерский и как-то устоится в этой должности. Вот, научится пользоваться компетенцией аналитика, которого сегодня у нас, который как бы у нас он сильный, хороший, но еще как бы тоже не отработана схема до конца. Вот. Ну и сами игроки должны, конечно же, привыкнуть, вот, чтобы не возникало каких-то недопониманий, конфликтов там, или еще чего-то на почве того, что, ну, там, скажем, разное видение игры, допустим. Вот. Больше что-то новое вести, ну, только, может, личного массажиста для каждого игрока во время там, поездок. Ну, я не знаю. Пока вроде не собираемся, нам бы вот эту схему обкатать, да, чтобы она зарекомендовала себя. А после этого уже будем смотреть, думать. Конечно же, еще есть, ну, скажем, работа ментальная с игроками. То есть эту работу на себя взял я. Вот, стараюсь игроков правильно замотивировать, правильно их направить, да, чтобы они тратили эффективно свое время, ну и так далее. Слежу там за ихними, скажем так, слежу за тем, чтобы они вели себя хорошо, вот, и вели себя правильно, как подобает профессиональному спортсмену. И все будет нормально. Прекрасно. Будет ли внедрена такая схема в дота-состав? Тренер, аналитик и так далее? Конечно, конечно. Сейчас без тренера как бы очень сложно, мы это понимаем. Многие топовые коллективы имеют тренеров, вот, и, следовательно, мы как бы не будем отставать. Уже сейчас мы открываем вакансию на тренера и, кстати, на менеджера. Вот. Я просто, к сожалению, наверное, не потяну 2 состава. Очень большая нагрузка поездок, просто не справлюсь. Вот. И да, мы будем внедрять то же самое в доте. Вообще, кто подходит на роль тренера? Это должен быть аналитик, бывший профессиональный игрок. Твое видение? Я сказал бы так, на роль тренера подходит прежде всего тренер. То есть он ментально должен быть тренером. Он должен знать, как, скажем, как донести информацию, как сделать так, чтобы игроки его услышали. Потому что тактика написать, нарисовать на бумажке, ну, может очень много людей. То есть они вот видят, они все так вот умные, все читают игру, все понимают. Но как ты это потом донесешь игрокам? Как ты игроков заставишь играть по этой вот, скажем, по этой схеме? Да ладно, как бы заставить их играть еще тоже может быть несложно, но чтобы игроки почувствовали и, ну, стали вот как бы сроднились вот с этой вот системой тренировок, понимаешь, в чем дело? И если тренер как бы не имеет компетенции именно тренера, который видит, например, психологические проблемы игроков, да, то есть он должен вовремя где-то там кого-то, ну, поддержать, где-то наоборот припустить его там гордыню, еще что-то. То есть тренер должен вот как-то, ну, он должен быть хорошим психологом, там, должен быть хорошим педагогом, вот. И уже после этого всего, конечно же, скажем, да, а параллельно с этим он должен очень хорошо разбираться в доте, очень хорошо. Вот. Он должен читать оппонента, мы должны быть на шаг впереди. То есть такого человека найти непросто, я считаю. Но Старик же не по всем пунктам подходит. На самом деле Сережа подходит не по всем, но он очень старается. Вот. И Старик при должном подходе, вот, у него очень, скажем так, такой аналитический склад ума. Сережа очень скрупулезный, дотошный, он копает, все изучает. Вот. Ему добавить немножечко, скажем, такого, чего ему не хватает, вот запала, что ли. Он очень такой тихий, то есть ему надо вот немножко как-то вот... Он не может в нужный момент где-то взбодрить команду, накричать там что-то такое. То есть эту роль забираю на себя я. Вот. И если Сережа еще добавит вот эти вот компетенции себе, да, компетенции психолога еще в какой-то степени, то будет незаменимый. Тут вот сложновато, потому что он все-таки друг в первую очередь. Верно, да. Действительно, то есть так как он играл раньше с ребятами, у них вот эти отношения такие, ну, понебратские, что ли, да, где-то могут себе ребята позволить там и нахамить, и нагрубить, но в хорошей форме, естественно, как это могут себе позволить хорошие товарищи. А тренер подразумевает сам по себе
скажем, беспрекословное подчинение приказам, иначе просто быть не может. Если игрок не подчиняется указаниям тренера, то это ни к чему хорошему не приведет. То есть, наоборот, будет только добавлять расфокусировку внимания другим членам команды, и, следовательно, как бы результата не будет. Тут надо Сереже поднадавить. Хорошо. Ладно, возвращаясь к вопросам о дота-составе. Вообще твое видение сейчас что? Ну, ты непосредственно общаешься с ребятами. Что вообще сейчас происходит в дота-составе? Вот так вот. Ну, ребята дождались, наконец, выхода последнего патча, вот, который буквально то ли вчера, то ли когда вот он вышел, и приступают к активным тренировкам. Вот, значит, к сожалению, ребята проиграли все свои отборочные, которые могли. У нас есть небольшой маленький турнирчик, возможно, под конец года. Может быть, нас пригласят куда-нибудь. Вот. Удочку, так? Да, может быть. И тогда у ребят будет какая-то практика. Пока нет практики, они просто активно будут тренироваться, пытаться сыграться, почувствовать свою игру какую-то найти. И у них, в принципе, я на праках иногда присутствую, неплохо получается на самом деле. И они вот достойно показывали свою игру, даже вот на отборочном, на Старладере, я считаю. При том, при всем, что собрались как-то вот просто собрались сумбурно. Вот. И сейчас главная цель, конечно же, это попасть на мажорном. Вот. И все силы будут брошены на это. Вопрос такой, не соперничают ли Артстайл и Сонейка? Нет, не соперничают. Есть небольшое... Ваня, он очень, кстати, умеет находить, в отличие, скажем, от Акбара, он очень радикален. То есть у него свое видение, у него свое мнение. Вот Ваня здесь немножко более гибкий. Вот. И благодаря этому они как-то вот договариваются, я считаю. Может быть, мнения расходятся, но пока вроде все гладко. Пока вроде они там на ошибках учатся и достаточно достойно все, скажем так, перемалывают и двигаются дальше. Такой, наверное, финальный вопрос. Что по турнирам на следующий год будет? Будет ли увеличено количество турниров? Например, у ребят из CSGO состава очень много было турниров в этом году. Что вообще, на что будет упор в следующем году? Качество или количество? Конечно, будет упор делаться на качество. Марафон, который был в 2015 году, он, конечно, принес свои результаты, большой опыт, большой труд, но, как показало, скажем, ряд турниров, тот же турнир в MLG, вот этот, какой сезон, забыл, запамятовал, значит, когда ребята даже из группы не вышли после того, как заняли второе место на мажоре. Вот. Говорит о том, что сказывается просто расконцентрация тотальная, то есть усталость, вот эти перелеты, джетлаги постоянные, и это приводит к ненужному такому для нас результату. Поэтому в следующем году, конечно же, мы будем делать, именно что касается КС-состава, оптимизацию всех турниров, то есть будут выбираться, очень досконально будут выбираться турниры, их количество будет уменьшено, именно я имею в виду поездки, да, какие-то, и тем самым у ребят появляется время на подготовку. Потому что с этими переездами ребятам еще такое огромное количество официальных игр, у них просто не хватает времени на то, чтобы что-то новое отработать, наиграть, проверить это. Вот. А на это уходит много времени. Поэтому будем делать упор на качество. И, следовательно, то же самое логично сделать и с дотой. Но сначала ребятам в дота-составе надо немножечко... Да, им надо попотеть, ты правильно говоришь. Вот. Поэтому, может быть, количество турниров сегодня для них будем стараться, скажем так, наши требования к организаторам с точки зрения призового фонда, да, и каких-то других ништяков, если можно так выразиться, от организаторов, мы немножечко попустим по отношению к дота-составу. Вот. А у КС это возрастает. Тем более у КС в следующем году грядет, скажем так, большая, не знаю, большой турнир, в общем, и не один, наверное. Хорошо, спасибо тебе за интервью. Вот я надеюсь, конечно, все получится у нас. Вот. Очень, я верю в ребят. Вот, это самая главная вера. Так что всем спасибо, кто смотрел, и с наступающими праздниками. Счастливо. Пока.